Здравствуйте, дорогие друзья и зрители канала Азин Travel. Был небольшой перерыв у меня, связанный как известно, с происходящими событиями в Израиле, с войной. Сейчас какой-то есть перерыв, какое-то перемирие, посмотрим, чем это кончится, но речь сегодня о винтажке, о винтажном рынке Гивон, который наконец-то заработал, был перерыв почти 2 месяца, и сегодня первый рынок после войны. Первый блошиный рынок. В общем, добро пожаловать. Посмотрим, что сегодня будет после большого перерыва. Посмотрим, может быть, будет что-то особенное. Я ищу и какие-то вещи, которые мне интересны. Я вам потом расскажу об этом в процессе. В общем, вперед на рынок Гивон. На сегодняшнем рынке, я думаю, будет много народу, потому что люди соскучились, был большой перерыв. И посмотрим, что сегодня есть хорошего, какой винтаж. Смотрите, какие фигурки замечательные. Вау. Шалом. Кому ли это? Или? Не всегда продавцы знают цены. Потому что здесь сидит девушка, которая замещает торговца, я смотрю. Здесь есть и часики. Вот, посмотрите. Ничего серьезного, но есть. А твой дат мехирим? Шалом. Здравствуйте. Сколько фигурки у вас стоит? 120 шекелей каждый. Они 40. Чье производство? Вот написано у вас. Сейчас, я не смотрел. Англия, Рояль Донтаун. Дайте я посмотрю. Точно английские, да? Рояль Донтаун. А если несколько по 100, да? Так. Хорошо. Я только пришел, сейчас посмотрю, очень красивые. Каких вы говорите годов это? Это 40-е годы, и тут все подписные. Это Оливер Твист рассказ, Ага. Дойль. Да, это очень интересно. Вот очень Оливер интересно. Твист, вот он. Да. Вот он. И Видите, все, Оливер Твист, и все персонажи, да? да? Замечательный набор вообще. Все просто. подписные, все. Это вот Во-первых, можно- есть смысл брать набором даже. Да? Можно по одному, можно набором, как вам удобно. Спасибо. Очень интересная коллекция. Надо подумать. Здесь есть и пару машин, тройку вот. А сколько Nissan стоит? Это 250. Это железо. Ага, я вижу, да. 250 Nissan. Ничего, неплохой. Только если, я не знаю, вы, наверное, не знаете, они ценятся как бы с подставкой в коробке. И он довольно-таки старо выглядит. А вот мой знакомый. Шалом леха. Ешь Машу Хадаш? מזמן לא היינו. בוא נראה מה יש לך היום. מדל. לא, אני רק מכוניות. אז לא יודע אם זה מכונית. אני קניתי אצלך כמה. בדרך כלל אני 1 ל-43. רגע, מה זה פורשה? זה היה אצלך, בלי המורה פה. Он без фары, этот Porsche, видите? Симпатичный, но без фары. Этот зелененький, симпатичный. Кому ли это? 60 шекелей. 60 шекелей, нормально. Анастасия, אולי אני אקח אותו. והאמבולנס? זה משודרג, יש לו, אתה רואה, לוחית... כן, כן. מאחורה גם... בסדר. כן. מה העיצוף ממה? מפולקסווגן כאילו. נו, כמה אתה דורש? זה? כן. 70. 70. Скорая помощь, Volkswagen. Как она? Каравелла называется, да, Каравелла. Подумаем. А вот старый знакомый Феликс, часовой мастер, со своими часами. Занят чем-то. Часов у него, как всегда, полно, я еще к нему вернусь.
А много всего, вы смотрите. Африканские мотивы здесь. Шалом леха. זה שלך? כמה леха тулезы? 250. Вот эта кошка стоит 250 шекелей. זה במקום 400. Нема банует. ברונזה, ברונזה. Бронзовая. זה במקום 400 שקל. כן, он говорит, בכל מקום 400. בן אדם הזה, 250. еще 250 шекелей за копьеносец африканский. טוב, נחשוב על זה, תודה. Цены, конечно, как всегда, здесь не маленькие. Но интересно, вот нумизматика и ордена. Помните вот это? Октябренок. Пионер всегда готов, и октябренок тоже. Кучу часов. Ничего интересного здесь нет. Так себе, подделочки. Посмотрите, на что я наткнулся. Какая ваза мюрановская. Он просит за нее 250 шекелей. Вот то, что я как раз интересуюсь. Я очень интересуюсь мюрановским стеклом. Здесь у нее полно ваз всяких. Есть еще вот такая рыбка. В ней я сомневаюсь. Она не мюрановская, кажется. Вот такие вазы. Две одинаковые по 200 шекелей. Но мюрановская ваза меня зацепила. Красивая. Я подумаю над ней. Может быть, если за 200, может быть, и возьму. Идем дальше. У этого замечательного человечка я купил вазу, все-таки синюю. И у него здесь очень есть интересная вот ваза. там мимошав. А там мимошав? Раите персомет там? Он с Машава, у них есть там галерея. Инна, вот его. Они асалиха персомит на YouTube. Инна, вот это в Мошаве, в деревне. У него полно в галерее вещей. Смотрите, какие классные вещи. Посмотрите. Там семейный бизнес у них. У него я купил эту миранскую вазу за 220 шекелей. Ваза обалденная, большая, красивая. Замечательный синий цвет. В конце видео я покажу вам ее тоже. Так, машинки. Тянет как магнитом. Не мой размер. Но интересно. Шалом. Кому ли это михуньет? Или? Дугмаот. 80 шекелей. Вот этот паршак хороший. Этот тоже не мой размер. А красивый. Некуда ставить меня. Я собираю 1,43 размер. И очень красивые здесь такие яйца. Типа Фаберже. Но опять же таки, я, друзья, интересуюсь. Я вам показываю все, что могу. Но я интересуюсь мюрановским стеклом и часами. Я уже говорил. Статуэтки тоже мне интересны, но не всегда что-то попадается хорошее. Смотрите, какие портреты здесь. Очень красивые. Смотрите, какая дама. Шалом. Кому лазати? 280 шекелей. Красивая, она... Очень красивые рамки. И кажется, она сделана, здесь кость вокруг нее идет. Из кости. Ба. Вот нашел вот такую Волгу. Посмотрите, за 50 шекелей. Кажется, у меня такого цвета есть. ГАЗ-24. Сейчас я посмотрю еще. Я просто даже не помню, каких цветов у меня модели. Не хочу повторяться. Идем дальше. Полно бижутерии. Опять же, ордена, в которых я мало что понимаю. Но их здесь полно. Часики.
Бижутерии просто завал. Иду гуляю. Соскучился по рынку. Посмотрите, какое блюдо интересное. 2 теннисиста старинных. Да, такого я не видел, интересно. Слыха? Кому ля салазы? 7 шекелей. Интересная тема. Я же увлекаюсь теннисом всю жизнь. Да, такого я не видел. 7 шекелей. Вазы. Все это керамика. Идем дальше. Даже удочки здесь есть. Кто увлекается заплывами, сутками. Рынок большой, народу много. И это приятно. Тусовка в самом разгаре. Как вы знаете, здесь есть еще вещевой рынок. Посмотрите, полно вещей. Здесь ковры. Если кто интересует. Кстати, я не сказал вам о том, что я открыл в телеграм-канале такое место есть у меня, где я предлагаю вещи, которые я сам нахожу на рынке. Или вы можете предложить мне на покупку что-то. Вот, так что посмотрите мой канал, телеграм-канал тоже Влад Айзен. Так что присоединяйтесь ко мне, смотрите то, что я выставляю, и предлагайте его, может быть, свои вещи, которые у вас есть винтажные. И еще хочу добавить все, что я вижу на базаре на этом. Если вам что-то интересно, я могу договариваться с продавцами. Насчет высылки я не знаю, но по Израилю я точно могу доставить. שלום לגברת, מה, יש משהו ממורנו? לא זוכרת אותי? זאת רק. כן. שוואזה שאני קניתי פה מהממת. והמחיר מהממת. כן, גם מחיר היה לו. כן, בטח. אין לך וזות יותר? זה? לא, לא קטן, הווזות. הווזות לא, זהו. אין? חבל. אם אני קונה... אוקיי, בסדר. שבוע הבא בעזרת השם. בסדר, אני כל שבוע. תודה רבה. Я у нее спросил, если я у нее купил замечательную вазу мюранскую, просто она стоит у нас дома и радует глаз, я ее продавать не собираюсь, потому что она очень особенная. Вот, и я спросил у нее, есть ли у нее еще что-то подобное, она говорит, что может быть через неделю она что-то привезет. Приятная женщина с французским акцентом. Думаю, что француженка. Ага, вот здесь часики. כן, אברהם. שלום. כן. מה עם ג'רטינה? 1200. זה אוטומטי? זה פרנס. פרנס. מה? פרנס. פרנס. טקס. פרנס. פרנס. מפרנסה. זה אוטומטי? Слушай. שעון אוטומטי? Автоматическая жертина неплохая. 1500. Подумаем. זה לא... Конечно, часов у меня полно, но джертина у меня нет. Вот это вот кафе здесь. Скоро я пойду на перекус. Я очень люблю здесь сидеть, пить кофе, и у них такая сдоба, что просто пальчики оближешь. Так что сделаю себе потом перерыв. Вот здесь бронзовые латунные вещи, очень красивые. Подсвечники. Смотрите, какая гитара. Очень красивая. שלום, כמה עולה? 100 שקלים, זה ישראלי משנות Израильского производства 60-х годов, 70-х. Давар меухад, Машу. Интересно, 100 шекелей всего? Полно вещей, полно вещей. Посмотрите. Красота. Есть что купить. Смотрите, какая мюрановская ваза интересная. Такого я не видел. Просто буйство цветов.
200 шекелей за нее просят. Да. Я просто восторгаюсь произведениями мюрановских мастеров. Класс. וזה גם, לא? בטח, כולם. Это тоже мюрановские, как пепельница большая. וכמה זאתי? איזה? זה, 120. 120. У нее здесь есть что купить. Это стоит 120 шекелей. Красивые зеленые. Это ваза, это не пепельница. Только большая, только похожа на пепельницу. И вот еще одна такая красная ваза, тоже классная. Да, красивые вещи. Посмотрите, какие винтажные камеры. Это камера Акфа 60-х годов. 350 шекелей. Полно, полно, полно всего сегодня. Идем дальше. Идем на поиски. В общем, пока я купил одну прекрасную вазу, нашел еще парочку. Сегодня просто день Мюрано. Мюрановского стекла. И приятно удивлен. Не всегда бывает Мюрано здесь в наличии. Но сегодня есть. И цены приятные. Вазу я в конце купил за 200 шекелей. Синюю красавицу. А вот то, что я увидел, поменьше вазы по 120 шекелей. Приятная цена. Иду дальше. Посмотрите, что я здесь увидел. Кибертрек с прицепом. Вообще обалдеть. Это стоит удовольствие 30 шекелей игрушка. Она еще светится со светом внутри. Обалдеть, 300 шекелей. Такого я еще не видел. Еще и мотоцикл. Посмотрите, в прицепе. Класс. Как всегда на этом месте вот при входе здесь игрушки. Посмотрите, сколько их. Обалдеть. Все из мультфильмов диснеевских вот здесь. Все, что хочешь. Красивые. Цены приемлемые. Есть маленькие, есть большие. Полно всего. Вот я встретил здесь старую знакомую, как бы. Я у нее купил шкатулку. И посмотрите, какая шкатулка еще одна есть здесь. Она меня каждый раз удивляет этими шкатулками. Посмотрите, деревянная. Это как... Она должна быть музыкальной, как портсигарница такая, сигаретница. И вот эта кукла должна вертеться, но она поломана. Вот ее можно восстановить, и стоит она всего 100 шекелей. Есть и другие вещи очень красивые, посмотрите. Вот это русская шкатулка. И еще одна вот здесь, троица. Тоже красивая. Посмотрите, какие интересные весы. Медные. Да, такого я еще не видел. Красиво. Шкатулка огромная, деревянная. Красивая работа. И опять бижутерия. Посмотрите, какие статуэтки. Вау. Это да. Я недавно купил африканскую статуэтку, очень особенную. Я вам потом ее покажу, она у меня дома. Я купил ее из частных рук, не на базаре. Здесь тоже такие туземцы необычные. Смотрите. У него 2 копья за поясом. А китаец тоже хороший. Да, интересные вещи, интересные. Я уже говорил, что сегодня день Мюрано. Посмотрите. Такая вазочка маленькая. Просто красота. וכמה היא? 270? 270, כן? 270. 270 шекелей. И рыбки тоже мюрановские, и пеликан тоже из Мюрано. Сегодня прям день Мюрано.
Хватаем 220 шекелей. Красота. Друзья мои, я уже немного устал. Иду в кафе. Много сегодня разного товара. Посмотрите, какой трек интересный. Много всего интересного. Смотрите, какой солдатик. Классный солдатик. Кому ли хаялязе? Спрашиваю цену. Шали роту? 30 шекелей. Классный. Надо взять на память, что пускай стоит. Шкатулка. Вау, шкатулка тоже красивая. В общем, иду к кафе. Вот это кафе. Сейчас я перекушу. Делаю перерыв. Попью кофе. И соберусь силами, еще что-то для вас сниму. В общем, друзья, я в этой прекрасной кафетерии, которая уже стала мне почти родной и любимой. Очень вкусно здесь, как я уже говорил, сдоба, печености и кофе. И продолжаю свой поход. Много я уже снял сегодня, но попробую найти еще что-то интересное. Вот здесь часики, посмотрите, вот интересные часы. Фирма, мне кажется, это немецкая, стоят они дешево и на ходу кварцевые симпатичные. 150 шекелей. Сейчас вам хочу показать одну замечательную даму, вот здесь, которая продает очень красивую керамику. Я думаю, что это французское все. Посмотрите, какие подсвечники, фигурки, яйца даже, тигр красивый. Вау, какой джентльмен. Прекрасная вещь. Классный фарфор. А здесь какая вазочка тоже обалденная. Очень красивая. Маленькие куклы. В общем, я сегодня нагулялся, насмотрелся. Смотрите, какие два гнома огромных. Заканчиваю свой осмотр. Смотрите. Мини-инструменты, мини-обувь. Класс. Фигурки разнообразные. Солдатики просто классные. По 100 шекелей, насколько я знаю. В общем, я нагулялся сегодня, насмотрелся, кое-что купил. Купил я вазу Мюрано по хорошей цене, очень красивую. Вот сейчас я собираюсь еще торговаться еще за одной вазой, посмотрим, что у меня получится. Вот, и всего вам хорошего, ребята, до новых встреч, смотрите меня на канале, подписывайтесь, и буду снимать для вас и дальше. Всего хорошего, друзья, пока. Так вот, друзья, буду вам обозревать сегодняшние покупки. Это не покупка, это моя кошка, которая присутствует везде. И вот такая ваза, она из мюрановского стекла. Обошлась она мне, сторговался я за 200 шекелей. Посмотрите, какая красивая. Синяя, цвет переходит в золотистый внизу. Она довольно-таки большая. Я считаю, что удачная покупка. Напишите, что вы думаете об этом в комментариях. И нравится ли вам вообще изделие из Мюрано. И вот такие часики. Это часики Fossil. Они не такие дорогие, но они в отличном состоянии, как новые. Смотрите, с фирменным кожаным браслетом. Вот, и они без батарейки, как бы
Я поставлю батарейку, и обошлись мне они всего в 50 шекелей. Пускай будут для коллекции. Вот такие покупки. Так что пишите, друзья, что вам интересно на блошиных рынках. И до новых встреч. Смотрите мои видео. Пока-пока.